Приветствую вас, друзья! Всем хорошего дня, вечера. Сегодня особенный день для меня и для всех специалистов, врачей, кто занимается аюрведой. Сегодня Международный день аюрведы. Поздравляю вас, если вы хотя бы пробовали принимать куркуму, ашвагандху, тулси, даже тот же женьшень. Это препараты, широко используемые в аюрведе. Так что и вы, кто пробовал, сопричастны тоже к аюрведе, к этой древней медицине. И я всех нас поздравляю. Сегодня не просто день, Международный день аюрведы, а считается сегодняшний день днем рождения Дханвантари. И у меня сейчас играет как раз мантра Дханвантари. Я ее, когда начну уже нашу беседу, выключу, чтобы она не забивала звук. Но мантра очень замечательная, позволяет настроиться, настроить ум, выстроить эмоции, в состояние наблюдателя погружает. И ее смысл как раз-таки восхваление Дханвантари и аюрведы. Дханвантари – это в индийской мифологии первый персонаж. Считается, что это одна из ипостасей бога Солнца, Сурьи, который принес людям знания аюрведы. Легенду я не буду сейчас рассказывать, если вам интересно, можно всегда почитать, посмотреть. Но вот Дханвантари, он аюрведу дал людям, и дальше уже пошли его ученики, великие ученые, трактаты. У меня, я вам сейчас покажу, стоит здесь с нами Дханвантари. Вот смотрите, вот эта статуэтка Дханвантари. У него 4 руки, и в каждой руке особый атрибут, означающий атрибут для лечения, для восстановления всей системы человеческого организма, учитывая и тело, и дух, и душу. Здесь благовоние. Это тара, женская ипостась, соединение науки и женской энергии. Сегодня я хочу рассказать вам некоторые интересные вещи, некоторые принципы аюрведы, которые практически применимы и могут быть полезны в нашей ежедневной жизни. И далее отвечу на вопросы. Вопросов несколько сотен пришло, много очень. Многие, конечно, вопросы повторяются. И я их постаралась объединить в группы. На те вопросы, на которые нам сегодня не хватит времени, я их, конечно, постараюсь по максимуму все осветить, ответить в сторис в течение следующих 2 дней, завтра и послезавтра, в течение выходных. По поводу аюрведы есть много домыслов, мифов различных. И я, как человек, который занимается ею уже больше 20 лет, и кто со мной знаком, да, знают, что я всегда рассказываю, что я через призму биохимии, биофизики смотрю на аюрведические рекомендации. Я по образованию 20 с лишним лет закончила назад МГУ, я биофизик, дальше был первый мед, была кафедра патофизиологии, работала в лаборатории кафедры патофизиологии, занималась проблемами старения на клеточном уровне, там же и с аспирантурой у меня была работа, преподавала в МГУ физическую химию. И вот этот путь мой, он прочно переплелся с аюрведой по той причине, что, я думаю, как многие ученые сегодня,
вдохновляет невероятно, когда ты в древних знаниях, непонятно откуда взятых, возможно, эмпирическим путем, опытным путем полученных, ты видишь каждый раз подтверждение самых новейших теорий, которые получили практическое подтверждение в виде исследований, многомиллионных исследований. И это, конечно, удивляет, и это вдохновляет погружаться в эту науку все глубже и глубже, и находить, конечно, в современных исследованиях подтверждение. Это удивительно, конечно. Вопросы пишите, я потом их обязательно посмотрю. И вот сегодня такой на острие науки тема в современной науке, в современной медицине – это тема микробиоты. Они очень много говорят все, и крупные ученые, очень много инвесторов, тот же Google, например, инвестирует многие миллионы в лабораторные крупномасштабные исследования, сконструированный дизайн этих исследований по самым жестким современным требованиям, исследования именно микробиоты, геном микробиоты исследуется, как микробиота влияет на иммунитет, на все системы нашего организма, как она влияет на формирование аутоиммунных заболеваний, на психоэмоциональное состояние, более того, на психические заболевания, как влияет микробиота. И вот такое внимание сегодня микробиоте, оно, конечно, не случайно, потому что человечество, развиваясь, старается копать ближе к практически применимым вещам, пытается найти суть, а не только работать с симптомами. Это здорово, и аюрведа как раз призывает именно к этому. Я вам сегодня, в первой части нашей беседы, хочу как раз-таки рассказать, как аюрведа смотрит на микробиоту, какое значение ей придается, и как можно корректировать свою микробиоту, можно ли на нее влиять, вот воспаление в том числе. Что говорит, да, нам аюрведа? Во-первых, что у нас есть оджас. В современной науке это называется теломеры. Это теломеры определяют, как считает современная наука, жизнь каждой клетки. В каждой клетке есть теломеры, которые с течением времени только укорачиваются. И считается, что нельзя никак эту теломеру удлинить, хотя ищут эти пути и способы, но пока не нашли никакого, пока доказательных нет данных. Так вот, в каждой клетке есть такая теломера. И есть так называемый предел Хейфлика, то есть когда белок теломераза, как ножницы, с каждым циклом деления клетки отрезает эту теломеру, делая ее короче, в какой-то момент эта теломера достигает предела Хейфлика, и клетка становится старой. То есть старая клетка – это клетка, которая не может делиться, у которой, говоря нашим языком, отсутствует репродукция. Так вот, в аюрведе то же самое. 1000 лет назад говорилось то же самое, что есть оджас, и оджас, он имеет свой предел. И всю жизнь мы занимаемся, по сути, только тем, что мы тратим этот оджас. То есть всю жизнь мы только и делаем, что расходуем этот оджас. И вот, то есть нам важно, чтобы, прошу прощения, нам важно, чтобы скорость растраты оджаса была минимальная. Вот это большой секрет, как это сделать. И мы сейчас поговорим, что влияет на оджас и как можно сократить вот эту скорость, замедлить расход оджаса. И кроме того, мы знаем, у нас биологический возраст в современной науке, да, нам говорят, есть возраст по паспорту, но это, по сути, ничего не значит конкретно для человека, кроме как отметка в его документах. Но для самого человека важнее биологический возраст. В аюрведе под биологическим возрастом, под скоростью биологического старения понимается расход праны. Вот на биологический возраст считается и в аюрведе, и в современной медицине можно влиять.
и влиять легко очень. И расход праны можно также замедлять, прану можно постоянно пополнять из воды, из пищи, из воздуха, нутрицептики, травы. Это восполняемый ресурс прана, и поэтому можно выглядеть, например, в каком-то возрасте на 10 лет старше, взяться за себя, пополнить прану, восстановить функциональную активность органов, метаболизм клеточный, и через несколько лет начинают делать комплименты, да, и все замечают, что человек стал свежо выглядеть, помолодел и стал прекрасно, и он чувствует, что стал себя прекрасно чувствовать. То есть вот это вот именно прана, на которую мы можем влиять. На оджас намного сложнее, но есть методы тоже. Так вот, в аюрведе считается, что основная причина старения людей заключается в бесконтрольном воспалении. То есть главное, что нам мешает быть молодыми и жить 120 лет, как заложено в человеческом организме такой ресурс, при активной жизни, при всех стрессах, волнениях, и даже те тяжелые металлы и современные стрессы, излучения, они не должны существенно влиять на человека, если у него нет высокого уровня воспаления. Но, к сожалению, сегодняшний бич современности – это хронический уровень воспаления, несмотря на присутствие у нас, да, различных антибиотиков, огромные возможности вроде бы антибактериальной терапии, но при этом уровень воспаления у всех очень высокий. И вот он в первую очередь старит наш организм, он в первую очередь на максимальной скорости расходует наш оджас, то есть теломеры укорачиваются очень быстро. Он в первую очередь расходует нашу прану, то есть биологический возраст иногда, часто равен паспортному, а в большинстве случаев еще и опережает. Если мы оценим не просто внешность, а сделаем оценку состояния здоровья человека, то часто оказывается, что биологический возраст, изношенность органов, активность систем не соответствует паспортному, а выше на 5-10 лет. И поэтому вроде бы все так, да, индустрии развиваются различные, а при этом люди чувствуют себя хуже, самое главное, менее счастливыми. На это как раз-таки тоже влияет расход и оджаса, и праны. Больше психических заболеваний, больше аутоиммунных заболеваний, онкология набирает обороты, и сердечно-сосудистые заболевания, они, конечно, на первом месте находятся. И это, конечно, вроде бы парадокс при современных, да, облегченных условиях жизни по сравнению с тем, что было 100 лет назад всего-навсего. Но при этом мы вот наблюдаем такую картину. Почему? Дело в том, что на вот это воспаление в первую очередь влияют так называемое, в аюрведе называется виша. Это токсины. Что такое токсины? Токсины в аюрведе совсем не то, что мы подразумеваем в современной медицине. Это продукты метаболизма, эндогенные, да, то есть привнесенные продукты метаболизма нашей микробиоты, которая является для нас патогенной. То есть у нас в кишечнике огромное количество бактерий, хороших, скажем так, и плохих. Так вот, нормальная наша флора, она должна быть масштабно представлена в кишечнике, в тонком и в толстом кишечнике, вообще на всех слизистых, для того, чтобы она держала барьер, основной барьер у нас иммунный и защитный барьер от паразитов. Тоже сегодня такая хайповая тема. Про них скажу чуть позже по поводу паразитов. Иммунная система, паразитозы, различные патогенные бактерии, вирусы. Все это должно отбиваться нашей нормальной микрофлоры. Так вот, если ее популяция падает, то, соответственно, пустое место не бывает. Тут же на место освободившейся от нормальной микрофлоры приходит
огромное количество патогенной разнообразной микрофлоры, которая не должна находиться в таком количестве в нашем кишечнике. И эта патогенная микрофлора начинает прекрасно себя чувствовать на всех слизистых, жить, развиваться. Это и танзелиты, и синуситы, отиты, все желудочно-кишечные заболевания связаны с патогенной микрофлорой, все мочеполовые проблемы, гинекология, вплоть до эндометриозов и миом, это все связано с патогенной микрофлорой. То есть, по сути, если правильно заняться своей микрофлорой, я сегодня эти ключи вам дам основные, общие, то можно целый букет болезней просто выбросить из своей жизни. И в аюрведе огромное внимание уделяется микрофлоре, так как это патогенная. Чем опасна эта патогенная микрофлора? Ну, во-первых, она неприятные ощущения создает, но с этим можно было смириться бы. Да? В где-то 80% случаев, если патогенная микрофлора разрастается, то это всегда сопровождается либо запорами, либо диареей, вздутиями, метеоризмом, отрыжкой, какие-то там трещины могут возникать, геморрой, ну, то есть вот такие вот вещи, с которыми можно было бы вроде бы сродниться. Но помимо этого, эта патогенная микрофлора, она же живет, она выделяет постоянно огромное количество метаболитов, и эти метаболиты попадают к нам в кровь. И вот это и есть виша, это и есть главные токсины. То есть не так страшны даже выхлопные газы машин, не так страшны даже те же паразиты, которые приходят уже сверху на патогенную микрофлору, когда им никто не может дать отпор. А особенно страшны, и это первопричина, и это основа проблем, это эндотоксины, то есть это токсины, продукты метаболизма, которые выделяет патогенная микрофлора. И вот против этого борется аюрведа. И вот против этого сегодня начинают исследовать и бороться с этим современная наука. Я думаю, что лет через 10-15 уже будет какое-то тоже и в современной науке более комплексное понимание. Так вот, что нам нужно сделать? Нам нужно ускорить метаболизм внутриклеточный и метаболизм ЖКТ, пищеварительную систему улучшить. Это первое. Чтобы меньше доставалось непереваренной пищи патогенной флоре. Если хорошо работает желудок, если хорошо работает поджелудочная железа, если качественно выделяется желчь и состав желчи идеальный, то, соответственно, мы лучше все вещества перевариваем в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, и, соответственно, патогенной флоре меньше приходит недопереваренной пищи. На этом я не буду останавливаться. Недавно был эфир по поводу как раз вот верхних отделов, по поводу пищеварения, ферментов. И постепенно эфиры мы выкладываем на YouTube, ко мне на канал. Найти его легко, имя Юлия Крушанова, и найдете канал, и там можно эфиры смотреть. Этот эфир, я надеюсь, тоже мы сохраним, и тоже на YouTube выложим. И очень подробно со всеми схемами эту часть мы разбирали в вебинаре про здоровое пищеварение, а печень и ее влияние на все остальные системы мы разбирали в вебинаре «Печень. Фундамент здоровья». Поэтому сейчас я про это не буду говорить. Наша задача, когда мы наладили или параллельно с налаживанием пищеварения, позаботиться о микробиоте. Что здесь нам может помочь? Ну, во-первых, очень важна для микробиоты качественная желчь, которая выбрасывается в двенадцатиперстную кишку. Она уже сама по себе нейтрализует огромное количество паразитов и цист, яиц их, нейтрализует патогенную флору, которая к нам ежеминутно попадает через рот и проходит как раз в эту двенадцатиперстную кишку. И что нам в этом может помочь? Нам в этом особенно помогает в регуляции желчеоттока горечи. Я писала у себя на странице, можно полистать, есть у меня про горечь информация, но я хочу сейчас вам немножечко про горечи поподробнее рассказать. Они бывают разные. Как вы, наверное, уже кто вот читает или будет читать у меня на странице информацию, знаете, что я рекомендую разные варианты горечи.
И возникает иногда вопрос, а что же выбрать? Корень одуванчика заваривать? Или сок алоэ пить? Или артишок, хафитол тот же самый? А может быть чеснок там в виде аллахола, например, или сам по себе чеснок? А может быть шведский бальзам, шведскую горечь использовать? То есть что же лучше? Так вот, в аюрведе на это есть четкие ответы. Дело в том, что вы правильные вопросы задаете. Вы правильно думаете системно. Горечи, они разные бывают по гуни, вирье и тхату. Что это значит? То есть у горечи есть свойства, как и у любого продукта. Любой продукт, он может быть маслянистый или сухой, горький или легкий. Да? Вирья, что такое? Это свойство. Горечь может давать тепло, горячий прилив крови. Она может быть нейтральной, а может быть холодной, охлаждать может желудок. Например, к примеру, при язве желудка или при гастрите используется как раз, нужна с одной стороны горечь, чтобы простимулировать желчеотток, а с другой стороны нельзя горячую горечь использовать, потому что есть изъязвление или повреждение слизистой, и нужна с холодной вирьей. Для этого используется, например, при гастрите именно сок алоэ, как горечь для стимуляции желчеоттока, или у деток, у них тонкий слизистый слой, это мягкая горечь. Также корень лопуха, это мягкая горечь, у него нейтральные воздействия на слизистую, вирья нейтральная, а у алоэ еще и охлаждающая. И поэтому как раз таки вот гель алоэ, сок алоэ, это идеальная горечь для деток или для людей с чувствительной слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Понимаете? То есть есть еще такие нюансы, в которые я пока вас не погружаю, потому что, мне кажется, и так очень много я информации даю, и, наверное, многие путаются, да. Мне бы хотелось, чтобы у вас, наоборот, ясность возникала. То есть вот мы берем любой продукт, вот сейчас я взяла горечи, вроде бы, для желчного, у них есть гуны, тяжелая, маслянистая или сухая, горькая или легкая. Она может давать холодный эффект, нейтральный эффект или горячий эффект на кровообращение в ЖКТ. И плюс еще есть точка приложения, на какую ткань эта горечь будет воздействовать. У каждого продукта, который мы едим, у всего, что мы едим, есть точка приложения к определенной ткани. В аюрведе выделяют основные ткани, 6 основных тканей. Это раса. Раса – это как лимфа наша, плазма крови. Ракта – клетки крови, эритроциты, лейкоциты и так далее. Мамса – жировая ткань. Медас – медас, адхи – это костная и нервная ткань. И шукра – это уже репродуктивный результат, скажем так, выработки репродуктивной системы, допустим, семя и яйцеклетки у женщин. То есть вот смотрите, да, и вот у каждого есть точка приложения. Вот алоэ, он хорошо действует на репродуктивную систему и балансирует гормональный фон. И причем для людей любого возраста, вот для деток в том числе, он хорош, он способствует росту детей. У женщин он нормализует гормональный баланс между эстрогенами и прогестероном. То есть вот у каждого продукта, у каждой горечи есть еще вот такие точки приложения. Поэтому, когда какие-то я делаю схемы, делаю индивидуальные рекомендации, я учитываю вот это вот все, и иногда по 2 недели у меня занимает работа с конкретным человеком, потому что сначала, ну, вы знаете, кто ко мне, да, подавал заявки на консультации или кто проходил, огромные опросники заполняет человек, и это все надо скомпилировать, выдать минимальный, но самый оптимальный уровень анализов, что нужно посмотреть, и дальше идет очень большая работа вот как раз вот с этими тонкостями. И почему одному одно, а другому другое? Вот именно поэтому, потому что есть несколько уровней воздействия, и надо все это учесть, чтобы не стало плохо через месяц, сейчас может быть хорошо, а потом или через 5 лет. То есть это надо учесть все. Не так, чтобы симптоматически помочь человеку улучшить его жизнь. В аюрведе
аюрведа, наука о жизни переводится. То есть задача, чтобы после твоего вмешательства, после твоего толчка в определенном направлении организма, он начал двигаться по более ровной, комфортной траектории. Вот это очень важно, понимаете? Чтобы не так, что вот после нас хоть потоп, чтобы после этого воздействия его путь выправился вот в плане здоровья, расхода оджаса, расхода праны, он научился правильно питаться, он научился чувствовать свойства продуктов. Вот это очень важный момент. Это не происходит за неделю, за две, это происходит в течение длительного времени, 4-5 месяцев. Вот такой обычно вот курс работы человека совместного со мной. То есть он движется, он старается. Это непростая работа, но она того стоит. Так вот, если мы возвращаемся к пищеварению, что происходит? Самая большая проблема, когда нарушается микробиота по любой причине. Это может быть прием антибиотиков, это может быть неправильный рацион, к примеру. В большинстве случаев основные причины, из-за которых у сегодняшних людей плохая микробиота, а плохая микробиота, ну, не то, что у каждого второго, наверное, даже у каждого, кто этим не занимается этими единицы. Но у 95 человек из 100 точно будет некачественная микробиота сегодня. Исследований много по этому поводу. И меняется она из-за чего? Во-первых, конечно же, питание. Питание или хаотичное, или неподходящее под сезон и под конкретного человека, под его задачи. Во-вторых, режим приема пищи, конечно, играет огромную роль. Я об этом много пишу, это все есть у меня в публикациях. То есть мы сейчас не говорим о причинах, мы говорим уже о следствиях и как это выправить. Так вот, что происходит, когда меняется состав микробиоты? Нарушается секреция кишечного сока, нарушается выброс ферментов для переваривания пищи, и самое главное, нарушается режим всасывания, потому что на протяжении всего кишечника, особенно тонкого кишечника, идет постоянно всасывание питательных веществ, и мы это нарушаем. Каким образом? Например, сегодня много говорят о синдроме дырявого кишечника или текущего кишечника. По-разному его называют. Проницаемость кишки. Если лет 5-6 назад в доказательной медицине по этому поводу были такие баталии и считалось, что нету такого синдрома, то сегодня на конгрессах гастроэнтерологов, вот буквально я позавчера смотрела прямой эфир с конгресса, где считается, что гастроэнтерология входит в новую эру, что это новая парадигма, что в гастроэнтерологии открывается новый взгляд на кишечник. И, как оказалось, последние исследования 19-18 года показали, что между энтероцитами, клетками кишечника, оказывается, есть определенные сшитки, и прошитые они, как стеганое одеяло, определенными белковыми молекулами, и это позволяет им плотно смыкаться друг с другом, и это не дает возможность проникать сквозь эти сшивки между клетками каким-либо продуктом метаболизма в лимфатическую систему. Раньше считалось, что это в принципе невозможно. Тут оказалось, что есть определенные белки, вырабатываемые патогенной микрофлорой, которая начинает разрезать эти сшивки, появляется просвет между клетками кишечника, между энтероцитами, и буквально так и звучит лига, да, то есть протекают продукты метаболизма. Конечно, это не куски каши там, или мяса, это что проникает туда? Конечные макроэлементы. Какие макроэлементы? Это простые углеводы, конечный продукт метаболизма всех углеводов и крахмалов, которые мы съедаем, это простые углеводы, да, та же глюкоза, например. Далее, конечный продукт метаболизма белков – это аминокислоты.
И конечный продукт жиров – это жирные кислоты. Вот всего эти три вида, но их огромное количество вариантов, всего эти три вида макронутриентов способны проникать сквозь эти стенки, когда нарушается плотное соприкосновение энтероцитов. И проникают, получаются у нас аминокислоты различные, глюкоза, и самое страшное – это жирные кислоты. Липополисахариды, ЛПС так называемые, огромное количество сейчас уже исследований, которые показывают, что именно они, эти липополисахариды, являются причиной, виновниками нашего постоянной поддержки хронического воспаления в организме. И это является, оказывается, запуском оксидативного стресса, и это является ускорением процессов старения. То есть вот ровно то, вот если сейчас присутствуют врачи аюрведы или врачи превентивной медицины, или просто доказательные врачи, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это ровно то, это причина, о чем и говорит как раз аюрведа 5000 лет. Что причина старения – это воспаление. И мы должны всеми методами не столько даже заниматься гормональной системой, иммунной системой, а мы должны в первую очередь заниматься все время контролем воспаления. Мы должны все время следить, чтобы воспаления не было. Что показывает уровень воспаления для современного человека? Для меня достаточно посмотреть пульс. Да? Есть приборы пульсовой диагностики, у меня есть приборы такие тоже для того, чтобы людям показывать, что я чувствую, вижу. Потому что это из области, да, как бы человек не понимает, что это я щупаю. И мне хочется всегда человек, чтобы понимал, чтобы он был со мной на одной волне. Есть дистанционные эти приборы. Но даже не в этом суть. Есть, слава богу, лабораторные анализы. Какие лабораторные анализы могут показать уровень воспаления в организме? Что стремительно расходуется отжиз, то есть стремительно укорачиваются теломеры, и старение идет очень быстрыми шагами. Показывает нам, самый простой в общем анализе крови скорость оседания эритроцитов. Это грубый очень маркер воспаления, СОЭ, так называемый. Он обычно повышается, когда уж совсем все плохо, когда у ребенка сопли зеленого цвета, когда кишечник болит при любом надавливании, то есть это уже очень грубый, то есть это уже упущенное время, бывает несколько лет. СОЭ. Дальше. С-реактивный ультрачувствительный белок. Это уже более тонкий маркер воспаления. Дальше. Окисленные липопротеиды низкой плотности, окисленные окси-ЛПНП. Начинают вводить, ДНКом собираются делать такие анализы и начинают вводить эту методику. Это будет шикарно, если появится такой анализ, у нас такая возможность. Запомните его обязательно. Он сделает переворот в оценке опасности риска атеросклероза. Окисленные липопротеины низкой плотности. Пара лет, и он будет нам доступен и в России. И он показывает, настолько ли страшен высокий холестерин, или это норма для этого человека, или это компенсаторно повышен. Он будет показывать риск атеросклероза, воспаления сосудов и в целом воспаления организма. Это очень важный маркер. Органические кислоты в моче. Прекрасно по ним можно понять, если высокий уровень воспаления, даже подпороговый уровень воспаления можно увидеть. Анализ микробиоты. Если есть патогенная микрофлора, особенно кластридии. Кластридии – это вообще одни из самых коварных микроорганизмов патогенных, которые живут в кишечнике и которые могут жить десятилетиями в целых семьях. Вот, честно говоря, я бы больше переживала за них, чем за присутствие паразитов. Потому что если выгнать кластридии и наладить микрофлору, то паразиты не будут задерживаться, их просто уничтожит наша поднявшаяся с колен иммунная система. Она уничтожит эти паразиты, как и должно быть, как и всегда происходило все эти тысячелетия. Мы всегда с ними соседствовали. Они всегда жили во всех животных, в насекомых, в комарах живут, да. Мы всегда соседствовали с ними рядом. В рыбе, везде, в траве, в земле, в пыли, где угодно. Но мы не вымерли именно потому, что иммунная система держит оборону, и они захватывают позиции только у слабого организма. И когда мы
убираем патогенную флору, то организм, поднимается иммунная система с колен и начинают вычленять эти паразиты, как бы они ни прятались, как бы они ни переобувались, как бы они ни прятались от нашей иммунной системы, но вычленяют, уничтожают и выводят. То есть наша задача не бегать за паразитами, я считаю, а все-таки заняться первоисточником. Как можно сдать, да, значит, где можно найти вот эти, например, кластридии в кишечнике? Нужно, желательно использовать два метода. Первый метод, это, конечно, капрограмма и биохимический анализ, биохимическое исследование кала с чувствительностью... Так, извините, звонок был. Биохимическое исследование кала с чувствительностью к антибиотикам, на всякий случай все равно это делают, даже если вы не собираетесь это применять, бактериофагам и противомикробным препаратам. То есть делается капрограмма и биохимическое исследование кала. И желательно, конечно, посмотреть микрофлору тонкого кишечника. Да, это анализ по Осипову. Особенно нас там интересует, там есть свои нюансы, это не идеальный анализ. Так же, как и кал, не везде смотрят идеально, везде есть фактор. Но когда мы сравниваем несколько методов, то мы можем увидеть артефакты, откинуть их, откинуть человеческие ошибки лаборантов, реактивов, старого оборудования, когда в поликлинике сдают, бывает очень некачественно, делают даже просто анализ кала. Вот это все можно откинуть, когда мы посмотрели биохимию, мы посмотрели общий анализ крови, мы посмотрели органические кислоты в моче, мы посмотрели биохимию кала, биохимию крови, биохимию кала, мы посмотрели капрограмму, оценили, как работает у нас ЖКТ на всех уровнях, и посмотрели микробиом тонкого кишечника по Осипову. Там есть два интересных момента. Плазмолаген и эндотоксин, то, что важно, как ни странно, всего 2 строчки, но они особенно важны в анализе по Осипову. Есть спорные моменты по поводу того, насколько он четко показывает, допустим, присутствие там вирусов, герпеса, да, есть нюансы. Насколько там нормы, откуда взяты эти нормы по бактериям, но есть один важный момент, с чем не поспорить в анализе по Осипову, то, что там есть 2 строчки. Плазмолаген – это хорошие, скажем так, метаболиты, которые выделяет наша полезная микрофлора. Чем выше плазмолаген, он должен быть не менее 0,5, чем выше плазмолаген, тем вы больше молодец. Вы прекрасно находитесь в прекрасном симбиозе со своей микрофлорой, и она за это вам отвечает высоким иммунитетом, крепким здоровьем и медленным старением. Честно скажу, высокий плазмолаген за все время больше 0,5, 0,5 это минимум, больше 0,5, 0,7. Я видела всего пару раз максимум за все время работы с людьми. То есть это такая сегодня редкость, это катастрофическая ситуация. И вторая строчка называется эндотоксин. Эндотоксин, ну, даже по названию можно понять, да, это как раз те самые, о чем говорит аюрведа, с чем и нужно бороться, это те самые эндотоксины, то есть это те самые продукты метаболизма плохой микрофлоры. То есть вот как раз мы должны вот это соотношение выравнивать. Обычно я встречаю, что эндотоксин высокий, то есть метаболитов, продуктов жизнедеятельности плохой микрофлоры много, а плазмолагена, продукты жизнедеятельности хорошей микрофлоры мало. И вот так мы можем уже оценить, что уровень воспаления высокий, потому что чем выше уровень токсинов, тем выше концентрация липополисахаридов, которые и проникают через вот эти вот расшитые энтероциты, клетки кишечника, и они уже дальше запускают процессы воспаления, они дальше являются провоспалительными агентами и индуцируют уже дальше воспаление, причем не только на клеточном, на тканевом уровне, но что самое опасное, они индуцируют воспаление на уровне нервных клеток. И вот отсюда вплоть до... аутический спектр может возникать, поведенческие какие-то изменения у людей любого возраста, не только дети,
Ну, я уже не говорю о самых простых вещах, как изменение секреции уровня, соответственно, уровня того же серотонина, дофамина, меняется метаболизм аминокислот и так далее. То есть там целые цепочки запускаются. Сейчас понятно, что мало в этом времени. Но еще важный какой момент. Вот когда этих как раз-таки патогенной флоры много, да, то дело в том, что наша хорошая микрофлора, она оказывает контроль за всей нервной системой, за всей иннервацией. Представляете, микрофлора, не мы командуем, а наша микрофлора отвечает за иннервацию всего нашего желудочно-кишечного тракта. Есть так называемое мейснеровское сплетение, и вот микрофлора оказывает контроль, влияет на это мейснеровское сплетение. Каким образом? Для того, чтобы... Организм же тоже не глупый, он понимает, что хозяин что-то творит не то, ест не так, микрофлора плохая присутствует в огромном количестве, надо не дать возможности ей разрезать эти сшитки между клетками, и этим эндотоксинам не дать надо возможности, чтобы они проникли в лимфу и вызвали воспаление во всем организме. И он пытается их локализовать и сжимает. То есть наша хорошая микрофлора влияет на мейснеровское сплетение, нервные окончания, которые влияют на активность энтероцитов клеток кишечника. И они приводят к тому, что сжимают плотнее контакты между клетками кишечника и энтероцитами, чтобы не проник эти эндотоксины в лимфу. Это здорово, но для нас это еще один минус. Ведь именно через эти контакты, которые должны быть, но они не должны быть настолько плотны, проникает вода и электролиты. Проникает вода и электролиты к нам в лимфу. А получается, организм ведет к обезвоживанию. Мы теряем... То есть меняется флора, растет патогенная флора, организм пытается защититься в первое время, сжимает контакты, это вначале приводит к запорам, это приводит к сухости кожи, это приводит к шелушению, к экземам, сухость слизистых, и потому что мы просто обезвожены, мы можем пить воду, но нет всасывания в кишечнике этой воды, так как организм защищается от эндотоксинов и плотно закрывает двери, чтобы уже никто туда не проник. Мы недополучаем электролиты из пищи, а это сразу отсылка к сегодняшней теме, да, популярной тоже, хронического истощения. Почему сегодня столько хронического истощения? Раньше были и войны, и длительные путешествия, у женщин роды каждые год-полтора там, да, то есть нагрузки были огромные. Но все жили и рожать продолжали, и да, там в какие-то периоды были эпидемии, была короче уровень жизни, но даже наши родители, наши бабушки, дедушки, которые прошли тяжелые времена, прадедушки, да, дедушки, которые прошли войну, и жены, и потом рожали детей, и поднимали страну, уровень стресса уж, пожалуй, у них был выше, чем у нас, это точно. Но при этом посмотрите, да, какая ситуация с хроническим истощением, с хронической усталостью, с постоянными вот этими скачками кортизола, с утра встать невозможно, после 5 силы появляются. Ну вот об этом я, как с этим работать, я подробно тоже говорила. И на ютубе есть цикл, как диагностировать, и вебинары есть отдельные, то есть про это тоже не буду сейчас говорить. Но причина этого в том, что мы теряем, мы недополучаем, не то, что мы теряем, мы недополучаем электролиты. А недополучаем мы именно благодаря кишечнику, который спасает нас от эндотоксинов, смыкая плотно между собой из последних сил кишечные клетки кишечника, стенки клеток кишечника. Понимаете, здесь сколько всего тянется, а электролиты управляют и нервной системой, естественно, поэтому вот эти скачки, всякие настроения, они электролиты, как вы понимаете, как вы знаете, да, наверняка, гипертоникам что говорят? Не ешьте много соли, потому что натрий, да, там и так далее, а натрий это электролит, натрий, калий, это все электролиты, хлор, и, соответственно, дисбаланс электролитов возникает. Мы, естественно, начинаем пить
Trace Minerals, минеральные воды, аюрведа рекомендует рассасывать соль при низком давлении и так далее, восполнять баланс электролитов. Но это симптоматическое решение, это не решает ситуацию в корне. А вот изменение микрофлоры решает ситуацию в корне. И вот как, то есть в аюрведе основная анти-эйдж-терапия – это устранение хронического воспаления. А устранение хронического воспаления равно выстраивание здоровой микробиоты кишечника. Как это делается? Это как раз вот индивидуальные стратегии питания, в первую очередь, обязательно, потому что питание – это то, что мы постоянно загружаем. Каждый день себя загружаем, и это влияет намного больше, чем прием нутрицептиков. Я думаю, вы это понимаете, чем волшебные таблетки, да? И в аюрведе есть препараты, с помощью которых, та же, например, трипхала, я про нее очень много говорю и буду еще говорить, препараты, которые веками, тысячелетиями использовались как раз-таки для перезагрузки микрофлоры человека, микрофлоры кишечника. Есть такая фраза, да, в аюрведических текстах, что кто будет принимать трипхалу каждый день, проживет 100 и больше лет. И это, ну, там всегда в текстах как бы такая гротеск применяется. Смысл такой, что ваша иммунная система будет настолько крепкой, ваша нервная система будет настолько адаптивной, что ничего не сможет вас выбить из равновесного состояния. И это действительно так. Трипхалу, ну, я принимаю последние, наверное, лет 12 точно, регулярно именно. И, конечно, вижу реакцию и на кожу, да, вот мне 42 будет скоро, и мне есть чем сравнить с тем периодом, когда у меня тоже был и дисбаланс микробиоты, и различные проблемы. У меня очень было много проблем со здоровьем, серьезных, вот. Но сейчас не об этом, а то, что действительно трипхала изо дня в день, потихоньку, она настолько выстраивает. Я вам хочу, чтобы сегодня, вот вы помимо вот этих знаний теоретических, практическую часть для себя вынесли. Что такое трипхала? Это смесь трав. Там три пхала, то есть это 3 травы. Там используется... Это всегда классический состав, он всегда одинаковый. Используется там амалаки, это индийский шиповник. По-моему, я тоже про него писала, про амалаки. Харитаки. То есть амалаки – это одно растение, это плоды индийского шиповника. По сути, можно заменить на наш шиповник, но он должен быть, единственное, он должен быть постоянно у нас в питании. Это огромное количество витамина С, а витамин С, он, конечно, выкашивает патогенную флору очень хорошо, это очень важный витамин, но желательно, чтобы он был со всеми биофлавоноидами. Лучше, чем амалаки, никакой комплекс никакой комплекс айхерба или аптечный витамин С с биофлавоноидами никогда вам не компенсирует тот состав, который есть в амалаке. И амалаки входит как раз в аюрведический, ну, вот наш аюрведический препарат. И это уменьшение как раз-таки воспаления, оксидативного стресса. Харитаки там тоже присутствует, это второе растение. Он, ну, похоже, его действие на фенхель, так можно сказать, у харитаки. Если с западными растениями как-то сравнивать, то есть амалаки похожи на шиповник, харитаки похожи на фенхель. Он нормализует моторику, да, фенхелевая укропная вода, вы знаете, это всегда вывод газов, нормализация моторики, чтобы не было застоя, чтобы эти эндотоксины длительное время не находились в кишечнике. И третий – это бипхитаки растение, это противопаразитарная трава. То есть можно заменить на любую противопаразитарную траву, другую, например. То есть можно и самим западный вариант трипхалы собрать. Шиповник, фенхель, семена фенхеля или укропа и полынь, например, добавить. То есть, ну, противопаразитарную траву или пижму, например, да, или гвоздику в сушеном виде.
Вот такая комбинация, она идеальна для того, чтобы постоянно перезагружать, устраивать, как на компьютере. Да, что-то пошло не так, перезагрузиться. Вот здесь то же самое, сбрасывать эти ошибки. Ошибки из-за питания, ошибки из-за режима. Вот это все из-за того, что что-то попало, недопереварилось, где-то переели, ферментов не хватило. Вот все это компенсируется постоянным регулярным приемом трипхолы. Вариантов применения много у нее. Профилактически на протяжении всей жизни можно принимать ее просто на ночь. Я всегда рекомендую в порошке. Изнеженные наши люди любят, конечно, трипхолу в виде капсул. И iHealth предлагает такой вариант, спрос рождает предложение. Предлагают в виде капсул, в виде прессованных таблеток, но это, конечно, не совсем то, это вот, детям можно в крайнем случае, которым нельзя объяснить по поводу горького вкуса. Можно с любого возраста, все зависит от дозировки. Уже с годика можно, если есть проблемы, с годика это вообще малюсенькие, вот на кончике ножа количество. Дальше, конечно, уже больше концентрация выбирается. Для взрослого человека профилактически это пол чайной ложки порошка. Порошок называется чурна. Трифола чурна. Трикату это другой препарат. Трифола или трипхола чурна это порошок. Если трипхола или трифола бати или вати, это таблетки. Ну, вы и так видите, когда покупаете. Это в аюрведических магазинах продается, но сейчас уже широко, вот как куркума раньше продавалась в аюрведических магазинах, да, или там бакопа, готукола, это все было в аюрведических. Сейчас это уже и в аптеке, и Валар делает, и российские фармкомпании делают такие препараты, и на iHerb, поэтому трипхолу найти сейчас вообще не проблема. Это несложно, она лучше, чтобы была в порошке, и правильно ее готовить надо. Обычно это берется пол чайной ложки трипхолы, заливается максимально горячей водой, но не кипевшей, а вот минут 10 назад кипевшей, треть стакана, накрывается крышечкой, даете постоять. Можно дать постоять 15 минут, размешать и выпить перед сном. А можно сделать такой вот, более классический вариант, но более трудоемкий. Когда вы заливаете полстаканом, там уже побольше воды, полстакана воды на пол чайной ложки этого порошка, оставляете это стоять до утра. Утром выпиваете на досадочную жидкость, то есть без порошка, заливаете еще раз горячей водой и оставляете до вечера. Вечером уже размешиваете и выпиваете вместе с осадком. То есть есть такой более классический вариант применения трипхолы. Есть и более скоростной вариант в дороге или где-то там удобно это на работе, когда вы просто в капсулах или таблетках по 2 капсулы или по 2 таблетки после каждого приема пищи. Но это если уже есть серьезная проблема с микрофлорой, с теми же кластридиями. Кластридии очень легко найти. Во-первых, они высеиваются и по Осипову, и просто когда кал вы сдаете на копеечный анализ, биохимия кала, и даже если элементарный анализ, капрограмма, вообще меньше 1000 рублей стоит, 500, по-моему, рублей стоит капрограмма, в поликлинике бесплатно делают. Если вы в капрограмме видите, что у вас pH кала выше, чем 6,5, а уж тем более 7,5 и выше, это всегда признак бактериальной инфекции и патогенной микрофлоры бактериального неблагополучия. Если pH кала 5, меньше 6,5, и уж если 5, то это всегда признак кандиды, то есть что разрослись грибы. То есть если патогенные бактерии, то это щелочная среда, выше 6,5. Если это грибы, они обычно конкурируют друг с другом, то тогда 5, то есть низкий pH, кислый pH. Вот. И здесь очень важно еще правильно, если вы используете современные сорбенты, то очень правильно их выбирать надо, очень четко. Допустим, если у человека есть бактериальная инфекция, pH кала выше 6,5, по анализам у него высеивается патогенная микрофлора, именно патогенные бактерии, то здесь желательно использовать закисляющие те же самые сорбенты. Да, если сорбенты какие-то используются, они должны быть закисляющие. Например, активированный уголь – это закисляющий сорбент. Или полифипан – это закисляющие сорбенты. А если у человека развились кандида, грибы, это видно и в анализах, и в капрограмме, если меньше 6,5 pH,
то в этом случае, так вот, то есть вы понимаете, даже выбор сорбента – это тоже очень важный момент. Нет единого сорбента для всех. При бактериальной инфекции закисляет, в основном это, конечно, уголь, либо это может быть полифипан при бактериальной инфекции. А если вы будете использовать постоянно энтерос-гель, например, энтерос-гель или зоостерин ультра, и у вас есть бактериальная инфекция, то это будет еще больше защелачивать флору, и это будет помогать патогенной флоре. Поэтому некоторые жалуются, что у них на энтерос-гель, на зоостерин ультра, на такие сорбенты возникает вздутие, метеоризм. Ну, были некоторые из вас, кто мне писали, да, вот такие жалобы, начали применять, потому что есть патогенная микрофлора, и для нее вы еще больше повышаете кислотность, то есть понижаете кислотность, то есть становится щелочная более среда, и они прекрасно себя чувствуют. Им нужно дать уголь. А если у человека pH 5, 6, ну вот 5 особенно, 5,5, то в этом случае нужно защелачивать. И вот здесь будет отлично работать как раз-таки тот же самый энтерос-гель. Вот, то есть моя задача показать вам, насколько разные подходы. Казалось бы, да, вот проблемы с кишечником, запор там, или одна и та же проблема у разных людей может иметь разную этиологию, первопричину. И поэтому подходы даже в выборе сорбентов или горечей, они очень индивидуальные, и в аюрведе этому уделяется огромное внимание. Я уверена, что персонифицированная медицина, к чему сейчас стремится официальная медицина, обязательно придет к этому подходу, я уверена. А аюрведа рекомендует что? Она рекомендует природный сорбент, идеальный. Вот природный сорбент хороший, это как раз-таки псилиум, или в аюрведе он называется изабгол. Изабгол, или в современной медицине псилиум. Это мелко помолотая шелуха подорожника. И вот она идеальна при присутствии грибов, и при присутствии патогенной бактериальной флоры. И вот в этом случае можно использовать псилиум на ночь вместе с трипхолой. То есть вот такой тандем получается, трипхола и псилиум. Это уже ваша профилактика изо дня в день для здоровья кишечника, для здоровья иммунной системы. Плюс, если уже есть какие-то серьезные проблемы по анализам или по ощущениям, я рекомендую добавлять метабиотик. В аюрведе тоже есть специальные препараты. В основном это препараты, которые готовятся особым образом. Допустим, тот же ласси есть, йогурт, смешанный с водой, приготовленным особым образом. Это, конечно, не современные наши йогурты, и, к сожалению, современные йогурты отрицательным действием обладают. Поэтому идеально использовать, конечно, не молочную и кисломолочную современную продукцию, а выбрать метабиотик. Про метабиотики я недавно писала и в актуальных сторис в кружочках сохранила по поводу метабиотиков, назвала микрофлора этот кружочек. Можно все посмотреть сторис на эту тему. Это, естественно, ну, вот идеальный вариант Actaflores или Хилакфорте, всем известный. Или можно на iHerb использовать препарат бутирата, называется он интринза, к примеру. То есть вот это вот третья составляющая. И витамин С обязательно. То есть это важная очень составная часть, но желательно в натуральном виде. Поэтому я призываю заваривать шиповник, использовать амлу, ну или хотя бы минимально в трипхоле тоже есть. Вопрос, где можно купить псилиум?
Везде, сейчас везде можно купить псилиум. И в аптеках продают псилиум. Подойдите, скажите, что вам нужен псилиум, и вам его обязательно в каком-либо торговом варианте там вам предложат. Он может называться не псилиум препарат, но вы увидите, что там шелуха семян подорожника. И на iHerb есть псилиум, и в аюрведических магазинах есть псилиум, или он же называется изобгол. То есть это вообще не проблема купить в России, он стоит копейки. И такие проблемы, какие проблемы можно решить вот с таким регулярным подходом к восстановлению кишечника? Как метабиотики принимать? Увидите, у меня есть в сохраненных сторис, в актуальных сторис. И вот такой подход изо дня в день, он поможет вам сделать перевес в сторону здоровой, нормальной микрофлоры. Мало кто просто занимается изо дня в день вот по этой методике, вот как сейчас я говорю. А в аюрведе это стиль жизни, это образ жизни. Ежедневный прием трипхалы, прием специй во время еды, или хотя бы вода с лимоном и имбирем за полчаса до еды, или пищеварительные ферменты природные, там, в виде трикату, например, до еды. Обязательно идет ласти, или это метабиотики современные для поддержки микрофлоры. Что такое метабиотики? Сейчас не буду тратить время. Почитайте у меня обязательно вот в актуальных сторис, кому это важно, кому нужна эта информация. Обязательно в огромном количестве, ну не в огромном, в большом количестве регулярный прием витамина С в виде амлы в аюрведе. Это ежедневная жизнь, это нормально. Сорбенты всегда принимаются в виде псилиума. То есть это такой лайфстайл здоровый. Для нас, мы вспоминаем о микрофлоре, когда только заболеваем, пропили антибиотики, вроде надо Тодолинекс пропить. Это, конечно, неверный подход. Надо, чтобы лошадь бежала ровно и хорошо, и долго. Надо не просто ее вспоминать и кормить раз в неделю, а надо подкармливать, заботиться о ней ежедневно, постоянно. Вот мы загоняем свой организм, как вот такую лошадь, да, и удивляемся, почему возникают какие-то проблемы. Потому что, естественно, сбитая микробиота – это все кожные проблемы, всегда связаны с микробиотой. От простых шелушений, сухости до псориаза и так далее. Это, естественно, проблемы с дыхательной системой, с иммунной системой, как я говорила, и гинекологические проблемы, к сожалению. Эндометриозы, недоработка с метаболитами эстрогенов, эстроген-доминирование, миомы, мастопатия, вот проблемы, которые сегодня предлагают решать только двумя путями. Пока что это либо гормональный, либо хирургический, а потом гормональный. Вот это все решается регулярной заботой о своей микробиоте. Это очень важный момент. Ну, я надеюсь, что я вам дала толчок такой, обратить внимание на свою микробиоту. Возможно, кто-то сдаст анализы, возможно, кто-то захочет разобраться глубже в этой своей ситуации, или хотя бы профилактически начнете прием той же самой трипхалы и обратите внимание на тот же псилиум, к примеру, да, пропивать будете периодически вы и вся семья метабиотики, тот же самый Актофлор С или Хилакфорте. Это недорогие препараты, и их там нужно раз в 2 месяца, 1-2 недели пропить вот для профилактики. Не надо постоянно их принимать, в отличие от трипхалы. Трипхала – копеечный препарат. То есть вот я очень хочу, чтобы сегодня в особенный день, день аюрведы, день рождения Дханвантари, у вас появилась хоть немножечко, да, выше осознанности, любви и понимания к своему организму, и вы могли бы ему помочь со своей стороны. Так, я сейчас почитаю вопросы. Так, по поводу Чаванпраши. Так, я здесь, чтобы было удобнее. С телефона параллельно буду читать вопросы. По поводу Чаванпраша. Чаванпраш – хороший препарат. Это так называемый препарат расаяны. Что такое расаяна? В аюрведе это омолаживающие препараты. Но его нельзя принимать, если есть какие-то воспалительные процессы как раз-таки. И если есть сбитая микрофлора, патогенная микрофлора, то Чаванпраш вот так с разбегу
может не дать желаемого эффекта. Поэтому я все-таки рекомендую месяц позаниматься своей микрофлорой, а потом можно начать прием Чаванпраша. Про Чаванпраш есть у меня пост. Кому интересно, что это такое, что это за препарат, можно про него почитать. Деткам, да, тоже его хорошо давать, но не в период острой болезни. Никогда никакие препараты для омоложения не дают во время острого воспаления или длительного серьезного хронического воспаления. Грубо говоря, если у человека завышен ферритин, завышен белок, высокий цереактивный белок, высокая скорость оседания эритроцитов или хотя бы какой-то из этих двух факторов сочетанный есть, то в этом случае нельзя заниматься никакими омолаживающими программами, противодействовать старению с помощью стимуляции, да, омоложения. Чаванпраш – это омолаживающая программа. Надо сначала снимать воспаление. Для детей это хороший питательный тоник, но тоже, опять-таки, в острый период, в вирусы, когда бактериальная инфекция, детям Чаванпраш в это время нельзя давать. Только в здоровом состоянии для поддержки иммунитета, для укрепления иммунитета. Я подробно, обычно такие вот вещи, схемы применения и так далее даю как раз на вебинарах вот этих вот тематических своих. Поэтому, если кому-то нужна, кто-то хочет разобраться в этом, да, и не готов ждать, допустим, там консультация, не нужна консультация, и запись у меня очень большая, и я, конечно, очень медленно продвигается очередь, но вот на вебинарах вы можете разобраться во многом, если нужно, то до вечера субботы и завтрашнего дня я даю возможность такую в честь вот нашего праздника по сниженной цене любой вебинар на выбор приобрести, если это нужно. Так, если у ребенка сибр, то перед приемом метабиотиков или бутиратов что нужно пропить? При сибре метабиотики как раз-таки можно. Не все, как раз-таки вот пробиотики при синдроме избыточного бактериального роста, пробиотики могут навредить. Бутират, он в большинстве случаев как раз-таки помогает. Бутират – это как раз-таки масляная кислота, которая взращивает нашу полезную микробиоту. Поэтому есть возможность с помощью метабиотиков при сибре взять под контроль вот эту патогенную микрофлору. Ну и, конечно же, очень хорошо, если вы предварительно поработаете с антипрепаратами, и в том числе обязательно поработаете при синдроме избыточного бактериального роста, например, с экстрактом косточек грейпфрута. Ну вот отдельно тоже обязательно сорбенты должны быть, но не все сорбенты там подходят. Здесь индивидуально надо, конечно, разбираться, чтобы не навредить. Общих не хочется давать советов. Вот. Девушка с такой прекрасной картинкой, с цветочком. Жалко, что вы свое время тратите на... Ну, это нормально. Это нормально. Все зависит от уровня осознанности. Так. По поводу открыть школу и обучать. Вы знаете, ну вот вебинары пока это то, на что у меня хватает времени. Но, конечно, я планирую все-таки, надеюсь, что в конце декабря, к Новому году, планирую набрать группу, такую узкую, с кем мы будем прямо с самых азов заниматься аюрведой, превентивной медициной. Я буду давать это объявление. Мне просто нужно разгрузить свое время, потому что много работы с пациентами, и, конечно, это требует очень много сил, тратит очень много времени, и мне нужно перестроить свой график. Но мне бы очень хотелось иметь единомышленников, соратников, очень бы хотелось иметь, конечно, закрытую группу такую, с кем мы могли бы обсуждать глубоко и современные исследования, и аюрведические подходы. Это было бы, для меня это, конечно, была бы большая удача собрать такой коллектив, с кем можно было бы всю оставшуюся, я думаю, жизнь, такой костяк сделать, идти вместе и делиться знаниями, потому что, когда знаний уже много, очень хочется создать команду
и знания эти передавать, потому что нигде не нужен застой, в знаниях тоже. И вот эти вот вебинары, например, которые я веду и стараюсь вот максимально энергию вложить, и информацию максимально дать, и схемы, и теоретическую информацию, и провожу их там по 5, вот последние 6 часов был, потом 2 часа ответы на вопросы, еще плюс куча информации в печатном виде, выложена в группах, чтобы вы могли распечатать. То есть мне очень важно отдать информацию качественно и максимально плотно, чтобы люди могли с этим работать. И на это свободное место приходит новая информация, новые открытия, новые уровни понимания. Поэтому очень важно делиться информацией. И еще один момент хочу сказать, важный. Я всегда очень радуюсь, когда вот мне пишут в личных сообщениях, там, да, на Фейсбуке, здесь, в Инстаграм, когда мне пишут, что мы глубже стали понимать пациентов, получается работать со своими учениками более точно, или человек в своей семье какие-то положительные моменты, да, вот, находит изменения от применения этих знаний. Я всегда очень этому радуюсь. Но некоторые моменты, есть и оборотная сторона, конечно. И недавно совсем была ситуация, когда ко мне пришли с рекомендациями от человека, пациентка пришла с рекомендациями от человека, которая была у меня на вебинарах, и она применяет мои схемы, я только за это, за использование. Я для этого и даю информацию, чтобы она распространилась и стала практически применимой. Но там это должно проходить через анализ. И там, допустим, в схеме такие хорошие препараты, каждый по отдельности, но они соединены так опасно. Например, комплекс витаминный прекрасный от Life Extension, один из лучших препаратов витаминных для взрослых на iHerb. У него достаточно высокие дозы витамина В12 в виде метилкобаламина и метилфолат, фолиевая кислота в виде метилфолата. В9. И к этому еще нагружается отдельно комплекс от жару, еще В12 в огромной дозе, и еще сверху метилфолат, фолиевая кислота. И это без анализа на данный момент. Ни гомоцистеина, ни органических кислот в моче, ни элементарно В12, пусть даже не активного, а общего, без фолиевой кислоты, без общего анализа крови, где мы можем увидеть по объему эритроцитов и по среднему содержанию количества гемоглобина в эритроцитах, мы можем увидеть, какая ситуация у нас с В9 и с В12. Вот так на свой страх и риск и так страшно назначаются мегадозы, дублируя в двух по отдельности прекрасных препаратах, соединяется в опасную схему, понимаете? И вот это, конечно, немного меня пугает. Не слишком ли я подробно на своих вебинарах делюсь информацией, не слишком ли, возможно, серьезны эти схемы, потому что вот встречаются такие ситуации. Там и еще были определенные ошибки, но это была одна из самых грубых, потому что гиперметилирование так же опасно, как и недометилирование. Низкий гомоцистеин – это не менее опасная ситуация, чем высокий гомоцистеин. Все должно быть в балансе. И вот такая схема за 2 недели человека может привести к очень сильному упадку силы и так далее. Поэтому я вас призываю, когда вы что-то начинаете принимать, если это классика по схеме, это одно. Если вы кому-то даже идете, да, вот каким-то специалистам, читайте, анализируйте, переверните этикетки, почитайте, что это. Может быть, еще кому-то обратитесь за советом. То есть вот как-то пропускайте через критическое мышление и через осознанность. Я, в принципе, поэтому вебинары и делаю. Вот, да, они хоть и подробные, но не для пациентов, это просто людей без медицинского образования. Чтобы вы понимали о ресурсах своего организма, о подводных камнях, которые есть у нас в наших системах, чтобы вы могли понимать, что вам рекомендуют, какие есть варианты. Может быть, это не единственный вариант, но вот для этой цели. Ну и фильтруйте, конечно, что вам советуют. Не пытайтесь все сразу повторить. То есть какие-то безопасные вещи есть, вот типа как трипхолы, это однозначно, да, полезное. Ее можно и в беременности, и во время лактации, то есть это безопасное. А амалаки, шиповник можно тоже в любом состоянии заваривать. Но, допустим, ту же трикату я не могу ее так смело рекомендовать всем, если
тонкий слизистый слой в желудке. Гастрит, то прием трикатудоиды может спровоцировать боли в желудке. Там есть свои нюансы, как ее правильно прикрывать, принимать. Стараюсь такие советы не давать на широкую аудиторию. Так, дальше, значит, вопросом. Псилиум при аллергии. Я перескочила, наверное. Так, надо отмотать до девушки с цветочком. Она мне поднимала настроение. Так, возможно ли вылечить няк? Неспецифический язвенный колит. Здесь излечение будет выглядеть как стойкая ремиссия. То есть вы не вспомните о том, что есть у вас этот неспецифический язвенный колит в течение жизни. Не вспомните, потому что вы можете уйти в стойкую ремиссию. Вот это самая важная ситуация по поводу язвенного колита и болезни Крона тоже. Если вы знаете, что у вас точно, да, няк, именно колит, а не крон, значит, вы проходили лабораторные исследования, вы знаете, была дифференцировка одного диагноза от другого. Но можно, да, можно выйти в стойкую ремиссию. Чем восстанавливать кишечник? После курсов химиотерапии ожидается еще лучевая 15 сеансов. Ну вот в том числе, во-первых, конечно, надо сдать анализ. Обязательно. Сдать то, что я говорила, копрограмму, сдать хотя бы биохимический анализ кала, посмотреть состав микробиоты какой, хотя бы в толстом кишечнике. И исходя из этого, что там, на что повлияла больше всего химиотерапия, и исходя из этого подобрать программу. Но вот даже профилактический трипхолу рекомендуют принимать. Пол чайной ложки, разнести можно на 2 приема, по четверти чайной ложки, после обеда, например, и на ночь. Но для того, чтобы более прицельно давать советы, надо, конечно, сделать вот эти анализы, уже будет понятно. Так, спасибо за вашу поддержку. Я давно уже не обращаю внимания. Это 2 стороны, опять-таки, как у всего. Я не обращаю внимания ни на критику, ни на комплименты или какие-то хвалебные отзывы. И поэтому, может быть, я очень мало отзывов привожу. Во-первых, я считаю, что это лично. Ну, если только вебинары, да. С пациентами такие уже завязываются отношения плотные, и как-то не хочется выносить уже их отзывы на общий фон. И столько сейчас, мне кажется, аккаунтов с отзывами. И как критика, так и лесть, она всегда должна скользить мимо, для того, чтобы не замутнять сознание и не мешать находиться в точке наблюдателя, адекватно оценивать ситуацию и не терять осознанности. Потому что и то это как ребенок, который смеется, а потом ему тяжело, или рыдает, а потом ему тяжело прийти в равновесие. Также и у взрослых людей. И то, и другое выбивается равновесие. Поэтому пусть это скользит мимо, не задевая. Так, псилиум при аллергии, как сорбент подойдет? Да, подойдет. Псилиум, и можно добавить, если нет вздутия у ребенка на яблоке, например, то можно добавить еще дополнительно яблочный пектин. Есть, он везде продается, тоже и в аптеках есть, и на том же iHerb. Яблочный пектин, apple пектин можно вместе с псилиумом принимать. И очень хорошо одно с другим работает. Но если есть вздутие на фрукты, на яблоки, тогда яблочный пектин не подойдет. Но псилиум можно оставить, и трипхолу тогда. Так, спасибо за приятные слова. ГСЕ, отзыв, да? ГСЕ это американский аналог сайхерба цитросепту. Цитросепт это тот же самый ГСЕ, экстракт косточек грейпфрута, который можно купить у нас в аптеке. Просто ГСЕ по факту получается там подешевле, если доставка в Россию. Вот к нам, например, в Черногорию примерно одинаковая цена получается. Но в Россию подешевле получается покупать ГСЕ, чем экстракт косточек грейпфрута. И это уникальный препарат. Он не только противогрибковое действие оказывает, но и антибактериальное. То есть он подавляет сразу вот эти 2 конкурирующие между собой
патогенные, как сказать, два патогенных пула. Грибы, они всегда конкурируют с бактериями, бактерии конкурируют с вирусами. Так вот, когда когда увлекаются, например, противогрибковой терапией, часто и не восстанавливают нормальную микрофлору быстро в это время, то часто поднимают на этом фоне голову патогенные бактерии. А когда давят бактерии и не восстанавливают в это время, пустое место не заполняют нормальной флорой, то есть очень важно вот этот вот еще здесь такое искусство, да, одно давим и тут же заполняем, этапность очень важна работы, то при длительной антибактериальной терапии всегда занимают место грибы. Ну, вспомните, да, классику медицины. После антибиотиков развивается молочница. Белый язык, ну, да, когда особенно слабенькая микрофлора была изначально у человека. Поэтому что назначали всегда раньше? Антибиотики и сразу нистатин. То есть и антибактериальная, и противогрибковая. Вот именно поэтому, что всегда вот эти вот, как весы, как качели. Так вот, ГСЕ, экстракт косточек грейпфрута, он уникален тем, что он давит одновременно и грибы, и бактерии патогенные. Но его дольше месяца не принимают, и надо, конечно, в это время, пока идет прием, быстренько заниматься теми же метабиотиками, заниматься микрофлорой, восстанавливать, собирать это все с помощью того же псилиума, например, да, выводить вовремя, отлаживать трипхолой, ежедневное опорожнение кишечника. Очень важно, чтобы эндотоксины не были больше суток в кишечнике. Ежедневное утреннее опорожнение, не устаю об этом говорить, желательно до завтрака. Это надо отрегулировать обязательно. Так, дальше. Да, я постараюсь эфир сохранить. Мне кажется, первый уже вывесился. Не сохранился на телефон, но мы его скачаем и в Ютубе потом вырежем какие-то там технические заминки и выложим в Ютубе, я потом ссылку дам. Так, душа трепещет. Ой, какой приятный отзыв от информации. Вы знаете, у меня самой душа трепещет всегда, и это не высокопарные слова. Спасибо вам вот за такую метафору, действительно, потому что открываются такие нюансы, важные мелочи, которые так важны. И я стараюсь, ну вот и на вебинарах, я стараюсь вот каждый раз долго объясняю, да, вот все вот эти мелочи, но потому что Бог в мелочах, в нюансах. Важны эти моменты, как вы видите, да, вот даже с сорбентами. Одни будут поддерживать бактериальную флору, другие давить. Одни поддерживать грибковую флору, другие давить. Понимаете? Это же серьезно. Оказалось бы, пошел в аптеку, сказал, дайте сорбент. Ну, дали какой под руку подвернулся. А будет ли он хорош? Так, сыну сильнейшим метеоризмом. Ну, вот как раз, в принципе, простой вариант. Актофлорес по детке до 8 лет, это где-то, ну, скажем так, с 3 до 8, это по полфлакончика Актофлор С 2 раза в день с едой 2 недели. При серьезных ситуациях месяц, если до полугода приема, ну там такие уже надо обсуждать. Для детей старше 8 лет, 8-9 и взрослых по одному флакону 2 раза в день. Это стандартная такая вот дозировка 2 недели во время еды. Деткам можно разбавлять в каком-либо, например, соке, например, цитрусовом, отжать треть стакана и вылить туда. Он кисленький, не очень приятный на вкус. Такой, как рассол капусты, не всем он нравится. Это именно вот метаболиты нашей нормальной флоры там содержатся. Но можно замаскировать и выжать, например, немного апельсинового сока и дать после еды запить вот треть стакана апельсинового сока и вот туда из флакончика вылить. Так. Чем поднять пониженный кортизол? Да, хороший вопрос. Существует в аюрведе и в современной медицине, из спортивной медицины пришла такая информация, несколько адаптогенов, которые поднимают сниженный утром кортизол. То есть когда уже мы довели свой организм до такого истощения, что с утра нет сил не подняться, и вот то, что я говорила, к вечеру только расходимся, то используется обычно самые ходовые, такие самые эффективные в аюрведе адаптогены. Это женьшень
и более мягко работает на более слабых людях. Это, допустим, женщины, истощенные после болезни, дети, астрагал или астрагал. Вот два адаптогена, которые нужно принимать в утреннее время. Если это астрагал, то это прием для взрослого человека, обычно по 500 миллиграмм, 2 раза в день за полчаса до завтрака и до обеда. Если это женьшень, то это от 15 до 25 капель, в зависимости от веса, от состояния человека и, самое главное, от давления, потому что может, если максимальное количество капель, может повышать давление. Это женьшень более жесткий препарат, астрагал помягче работает. И, соответственно, от 15 до 25 капель в небольшом количестве воды, там четверть стакана воды, также 2 раза в день, до завтрака и обеда. После обеда уже не принимают эти адаптогены, которые именно вот поддерживают кортизол. Они очень мягко его поддерживают. Но я тоже недавно делала серию сторис, посмотрите, называется вот в этих сохраненных актуальных сторис в кружочках, называется «Стресс». И там я рассказывала еще об остальных важных нутрицептиков для поддержки надпочечников, потому что надо не просто кортизол подхлестывать, а надо еще организму ресурс дать, чтобы он... Вы же не будете всю жизнь на женьшене или на астрагале жить, да? Соответственно, надо поддержку дать. Так, у мужа повышен ЛПНП, липопротеиды низкой плотности, коэффициент. Так, опечатка здесь. Какой вебинар? Ну вот смотрите, и все, что касается жиров, это всегда печень. Это работа печени. И если высокий, плохой холестерин, либо протеиды низкой плотности, а низкий, хороший, либо протеиды высокой плотности, то это всегда вопрос к печени. Гинекологические проблемы типа эндометриоза, мастопатии, это тоже вопрос к печени. Высыпания на коже различные, это вопрос к желчному и к печени, зуд на коже, аллергические реакции, пигментные пятна, особенно на скулах, под глазами. То есть вот это все, это вопросы к печени. И, соответственно, здесь нужна будет информация, которую я вот давала на печень, фундамент здоровья вебинара. Какие есть, можно у меня на главной странице посмотреть в шапке профиля. 5 их было разных. И до завтрашнего вечера можно сэкономить деньги, можно со скидкой приобрести, если нужно. Так, можно ли применять чистый растительный глицерин в косметологии? Вы знаете, глицерин не рекомендуется в косметологии именно по причине, что он имеет плохое отсроченное действие. Он сразу смягчает, но, к сожалению, после, допустим, 2, 3, 4 недель применения регулярного глицерина мы наблюдаем, что это уже доказано, и тоже есть исследование, что он вытягивает, он смягчает за счет того, что вытягивает влагу с нижних слоев кожи, с нижних слоев эпидермиса. И получается сверху кожа более гладкая и мягкая временно, но как только вы прекратите пользоваться, вы получите очень сильный откат, потому что проблема сухости кожи будет усугублена за счет того, что теперь будет обезвожен не только верхний, но и нижний слой тоже. Поэтому здесь очень важный момент с глицерином. Не надо его использовать в косметике или вообще в чистом виде. Следите, чтобы его не было в составе, иначе он со временем очень сильно истощает именно вот ресурс кожи временной. И плохие перспективы при регулярном применении. 1,5 года ребенок сидит на трилакте и бифидобак в минимальном количестве. Если сдавать кал на фоне приема данных препаратов, выявить ли кластридии и всего остального, если имеется. На фоне препаратов пробиотиков, скажем так, да, с нормальной нашей микрофлорой, вы можете сдать. Что вы не увидите? Вы тогда не увидите истинную картину по поводу того, какая у вас сейчас микрофлора у ребенка по лакто- и бифидобактериям. Но если есть патогенная микрофлора, те же кластридии, или есть кандида, грибы, вы увидите, и если будете сдавать кал и на фоне приема пробиотиков. Вы это все равно увидите, если есть какие-то проблемные моменты.
но действительную ситуацию по концентрации бифида и лактобактерий вы не узнаете, потому что вы замещаете. Да? Либо тогда отмените на 7-10 дней, на неделю хотя бы, и это будет более близко к истине. Закафальк. Хороший. Закафальк — это узкий препарат, который медицинский фармацевтический препарат, который решает ситуацию здесь и сейчас. Он убирает, он не лечит кишечник, не восстанавливает микрофлору. Он делает только одно: лопает пузырьки, скажем так, и за счет этого снижает метеоризм. То есть у закафалька чисто симптоматические, даже это не лечение, а чисто это симптоматические препараты. Так честно написано на самом деле в аннотации к этому препарату, что это симптоматическое лечение. То есть это просто меняется поверхностное натяжение пузырьков из-за того, что патогенная флора цветет, прекрасно себя чувствует, живет, ест, пирует, выделяются продукты метаболизма, выделяется тоже самый метан, газы, все это распирает кишечник. И вот чтобы вот эти вот пузырьки, вот прямо в буквальном смысле слова, не беспокоили так сильно, снизить метеоризм, назначается закафаль, который просто, он меняет поверхностное натяжение у этих пузырьков воздуха, они лопаются, кишечник спадает, и у человека ощущение, что все в порядке. Но это симптоматический. Это как таблетка от головной боли, если вы не решаете проблемы, например, с желчным или с оттоком крови или с опорно-двигательным аппаратом. Не ищите проблему, тогда закафальк временно можно использовать. Нормофлорины. Нормофлорины, можно ли восстанавливать микрофлору нормофлоринами? Нормофлорины, по сути, это те же самые пробиотики. Есть нормофлорин с бифидобактериями, есть с лактобактериями и есть смешанный вариант лакто- и бифидобактерий. Если у вас нет доступа к метабиотикам, как Актофлор С или Хилак Форте, то тогда хотя бы нормофлорины. Это неплохие пробиотики. Но это тоже не идеальное лечение. И, по крайней мере, нужны ли вам бифидобактерии в той концентрации, которая там есть? А может быть, вам нужны лактобактерии? А может быть, вам действительно нужна смесь? И в какой дозировке? Тогда, по крайней мере, сдайте анализ, чтобы какой-то сделать для себя более прицельный вывод, не тратить деньги впустую. Я все-таки за метабиотики, и вот я по пути аюрведы иду в этом вопросе. И я уверена, что, вот еще раз говорю, что лет через 5-10 однозначно будут совершенствоваться метабиотики, и в эту сторону будет идти развитие. Будет уход от пробиотиков, будет сочетание пребиотиков и метабиотиков. То есть питание для микрофлоры – это пребиотики, тот же самый яблочный пектин, например, шелуха яблок. Почему важны яблоки экологически чистые? Их не надо чистить, если вы уверены, что они не обработаны воском, там не обрызганы ничем, то вот эта шелуха, она очень полезна. Это и есть пребиотик, это любит наша микрофлора. Но если патогенной много, то можно подкормить ее. Здесь вот нюансы есть, да? И метабиотики. А все-таки вот выделенные штаммы бактерий, они плохо приживаются, временно выполняют функцию, но не остаются надолго. То есть здесь вот такой нюанс есть. И вот нормофлорины – это пробиотики классические. Как вылечить гипотериоз? Вот гипотериоз – это системное заболевание. Это не столько заболевание щитовидной железы, сколько это проблема дефицита кофакторов. Обычно достаточно бывает восстановить, закрыть дефицит по селену, витамину А, витамину D, железо. Очень сильно анемия влияет на выработку тироксина, гормона Т4. И закрыв, бывает в течение месяца, закрыв эти дефициты, но обычно видно по анализам, можно это закрыть дефицитами, да? Либо здесь нужна еще более тонкая работа с печенью, к примеру, с надпочечниками. Но в 50% случаев, закрыв эти дефициты, тот же йод, но в разумных дозах, я против гипердоз йода, однозначно, можно уйти от гипотериоза. Все зависит от того, какая стадия, какой у вас срок приема
гормона щитовидной железы, сколько вы его уже принимали. Если вы уже там лет 17-20 принимаете Эутирокс, например, то, конечно, уже многое сбито, есть уже, ну, как бы вы прошли терминальную стадию, но снизить дозировку, а самое главное повысить качество жизни, потому что, к сожалению, ну, многие знают, кто принимает Эутирокс, знают, что этого бывает недостаточно. ТТГ вроде бы в норме, но на Т4 мы вообще не смотрим, когда идет прием гормона, потому что все это искусственно, это здесь вообще не имеет никакого отношения к нашему организму. Анализ на Т4 на фоне приема гормона смотрят только ТТГ. Мы видим вроде ТТГ в норме, 2 там, да, например, 2,3, но нету состояния полета, легкости, и вес стоит, или не набирается, или не сбрасывается. Это значит, что все-таки не решает гормон этот вопрос, и нужна еще дополнительная поддержка и по тем же там, дефицитам, и гормональная бывает нужна некоторая небольшая помощь, коррекция. Но это очень такой важный момент качества жизни. То есть не только мы лечим анализы, но и качество жизни мы обязательно, это должно быть главное, я считаю. После удаления аппендицита с перитонитом, как быстрее восстановиться. Но очень важно сейчас, конечно, прием витамина С, но только не аскорбиновой кислоты, потому что она может раздражать на протяжении всего кишечника, и, конечно, после операции это вообще нежелательно. Нужна забуференная форма витамина С, то есть та, которая не обладает вообще никаким кислотным действием. Это может быть аскорбат натрия, содиум аскорбат или аскорбат магния. В принципе, на время болезни можно взять и аскорбат кальция, например, да, калия, но здесь один есть нюанс, что тот же самый эстер-Си, его нельзя использовать регулярно, длительно. То есть, если вы на 2 недели возьмете после операции, то это идеальный вариант, тот же самый эстер-Си, витамина С, причем до 1000–1500 в день, в 3 приема по 500, например, 3 раза в день во время еды. Цинк обязательно в виде пикалината цинка, не оксид цинка, а пикалинат цинка, усвояемая форма цинка. Это очень важно после операции. И врачи многие сами сейчас рекомендуют, что как можно больше витамина С, ну, кто-то рекомендует аскорбинку, кто-то там, да, другие препараты. Но с операцией на кишечнике, удаление аппендицита, конечно, не надо аскорбинку брать, особенно. Рекомендуют всегда витамин С. В зависимости от возраста дозировка подбирается, ну, от 15 до 60 миллиграмм. 15 миллиграмм это для ребенка там, лет 7-8, ну, чем старше, тем больше, взрослому 60 миллиграмм в день можно, потому что цинк участвует во всех провоспалительных реакциях, так же, как и витамин С. И, естественно, желательно в это время ограничить, ну, вот с питанием ясно все, да, я думаю, вам дали рекомендации, но надо, конечно, ограничить в это время белки, потому что они требуют более длительного переваривания, самое главное, они долго остаются в кишечнике и вызывают брожение, как раз вот патогенной флоры, раз был перитонит, значит, была патогенная флора в большом количестве. В таком случае надо в это время максимально растительное питание, без сахара, без белка и без сырых фруктов и овощей, термически обработанные овощи, продержаться так где-то дней 10, потом можно расширять рацион. Это не должно быть на постоянной основе. Так, как вы относитесь к спирулине? Хорошо ли она влияет на микробиоту? Выводит ли токсины после химиотерапии? Ну, по поводу спирулины много моментов и за, и против, и исследований таких и таких. Но, по сути, спирулина это, во-первых, если есть избыток меди, то это сразу показатель, это сразу противопоказание против приема спирулины. Поэтому, если вы собираетесь давать кому-то из членов семьи или сами принимать спирулину на длительной основе, например, как источник растительного белка, вегетарианцы используют спирулину как источник растительного белка, то сдайте в биохимии крови цинк и медь и посмотрите, в каких этих соотношениях.
Медь должна быть где-то в середине референса, цинк в верхней трети референса, то есть выше половины. Если так, то, в принципе, вы можете спирулину в профилактических целях принимать. И если медь ниже середины референса, можно еще принимать. Но если медь выше, уровень меди в крови выше половины нормальных значений, да, вот есть нормальные значения, мы берем половину. И если находится ваш уровень меди выше этой половины, верхней половины референсных значений, то спирулину, так же как и хлорофилл, например, принимать не рекомендуется, потому что будет пересыщение, соответственно, медью, и можно еще больше сбить этот баланс. Он очень важен между медью и цинком, баланс. Можно ли препаратами исправить у мальчика ложный криптохизм? Ну, здесь, конечно, не столько с препаратами можно с этим работать. Я понимаю, что, да, вам рекомендуют. Это индивидуально, лучше нам поговорить об этом. Можете мне написать в директ. Здесь, я думаю, что это узкие вопросы, да, я не буду тогда в большом эфире освещать, чтобы я стараюсь про те вопросы, которые конкретно, часто повторяются. Так, вот сок проростков пшеницы. Вот такое меня уже, да, спрашивали, как омолаживающее средство. Вот сок проростков пшеницы, вообще проростки, это очень интересный продукт. С одной стороны, эти проростки, они и для поддержки иммунитета используются, и богаты витаминами В, особенно группой В, фолиевая кислота, В9, В2, и, в принципе, вот витамина С там тоже достаточно, если вот прямо проклюнулись совсем молодые эти проростки. Но с другой стороны, использование этих проростков регулярно, ежедневно, на постоянной основе может привести, как иммуностимуляторы начинают работать, и может привести к гиперстимуляции иммунитета, и это может привести к поднятию антител. Поэтому, если есть аутоиммунные заболевания, проростки есть или делать из них сок не рекомендуется. Они будут еще больше стимулировать, подстегивать иммунитет, и так, который работает в гиперварианте. А вот если иммунитет снижен, нет антител, то проростки могут пригодиться. И сок из них, соответственно, тоже. Так. Следующий вопрос. Можно без айхерба поправить свое здоровье или никак? Например, спецдиета и только с помощью пищевых продуктов, травы? Конечно. Конечно, айхерб это не магазин чудесных таблеток. Это просто один из вариантов, где можно купить препараты. По сути, многое можно приобрести и в аптеке в виде растительных препаратов, в виде, например, российских каких-то фармкомпаний производят. Почему так айхерб стал популярен? Потому что там дешевле, выгоднее, элементарно там выгоднее, больше выбор, вот и все. Но это совсем не значит, что это там истина в последней инстанции, препараты с айхерба и волшебные свойства у них есть. Много очень препаратов тибетской медицины у нас в России представлено. Травяные комплексы есть. Но, к сожалению, вот я когда работаю, да, с людьми, и с чем я сталкиваюсь, бывает намного сложнее найти российские, конкретно вот какие нам нужны, да, препараты или те же самые узкие аюрведические или китайской медицины. Человеку, например, из Волгограда сложнее заказать с Алтая травы, чем заказать из Америки доставку посылки с айхерба. Вот такой парадокс сегодняшний. То есть некоторые реалии нас, к сожалению, вот на это толкают. Потому что помимо того, что хотелось бы поддержать отечественного производителя, да, но помимо этого еще хочется учитывать финансовую возможность и ожидание, сколько придется человеку ждать, насколько ему тяжело будет искать конкретные препараты, понимаете? Поэтому вот в некоторых случаях с теми же витаминами, например, айхерб выручает и позволяет людям сэкономить деньги элементарно.
Ну, конечно, было бы удобнее, если бы можно было сказать, идите в аптеку, купите то-то, то-то, и это бы не било по кошельку, и была бы дозировка нужная, а не мизерная, и формы были бы правильные. Допустим, тот же самый B12 в виде метилкобаламина или в виде аденозилкобаламина невозможно практически найти на российском рынке в аптеках. Вот в чем проблема. То есть проблема только в этом. Я считаю, что вообще не надо быть фанатом и привязываться к какой-то одной фирме, к какому-то одному магазину. Надо всегда брать то, что работает, то, что имеет оптимальное соотношение между ценой и качеством, где лучший состав, где лучшая форма препаратов. Надо на это ориентироваться. Поэтому любить или ненавидеть какой-то один магазин или фирму, это не оптимально. Хилак Форте можно ли вместе с астерином принимать? Да, но разнести надо во времени. То есть все сорбенты, они должны где-то 1,5-2 часа проходить между приемом сорбента и какими-либо витаминными препаратами. Там, да? Но к метабиотикам это в меньшей степени относится, к счастью. Поэтому, по сути, можно, если у вас совсем там, да, сложности со временем, можно даже объединить, допустим, тоже псилиум или зоостерин, метабиотик, хилакфорте или актофлорес и трипхолу, например. И это будет все вместе работать. Но если есть возможность, лучше, конечно, метабиотики принимать с едой. Перекись водорода внутрь. Ой, это моя одна из интересных таких любимых тем. Время у нас уже заканчивается, а вопросы нет, не заканчиваются. Я выходные посвящу тому, что буду выделять время, поотвечаю на вопросы. Эти тоже сохранятся у меня вопросы. Так же, как и те, которые вот мне пришли в директ. По поводу перекиси водорода. Здесь очень тонкий нюанс. Вообще, конечно, ионы водорода, они оказывают уникальное воздействие и активируют иммунную систему. И самое главное, ионы водорода от их количества, они влияют на поляризацию мембран митохондрий, и от количества ионов водорода, скажем так, от соотношения концентрации ионов водорода внутри митохондрий и вне митохондрий зависит качество производства энергии митохондриями. То есть мы все вот живем, радуемся жизни, движемся и что-то делаем, в принципе, вот дышим даже просто, да, только благодаря нашему симбиозу вот с этими в прошлом бактериями, да, с которыми мы сроднились, и теперь в каждой нашей клеточке, за исключением нескольких, там эритроциты, есть клетки, в которых нет митохондрий, но в большинстве, в подавляющем, у нас в каждой клетке есть митохондрии. Это энергетические станции, которые постоянно работают для нас, ну, они не для нас, но мы этим пользуемся, да, по сути для нас, по факту оказывается, и вырабатывают нам АТФ. Это энергетическая валюта. Так вот, для того, чтобы производство АТФ шло в хорошем количестве, нужен правильный уровень поляризации мембраны, и это очень сильно зависит от концентрации водорода с наружной стороны мембраны митохондрий и внутренней. Так вот, люди, изучив биохимию, поняв роль водорода, сделали такой интересный вывод, что надо пить перекись, чтобы эти ионы водорода поставить, да, но это все не так работает, и они, конечно, не попадают, не доходят, то есть происходит просто деактивация этой перекиси на уровне желудка, и на этом все заканчивается. Единственное, на что она может повлиять, она может работать как антисептик, естественно, в сильно разведенном виде, как антисептик локально, то есть пока она идет. Почему горло полощет? Добавляют соду, добавляют перекись, несколько капель, там, да, до 5 капель на стакан воды, до 15 для взрослого человека. Это антисептики местные. Хлорофилл спиртовой добавляют, да, это все местные антисептики. Или мирамистин в горло брызгают. То есть никогда не зацикливайтесь на каком-то одном. Смотрите всегда шире. Что нам нужно? Нам нужен антисептик, если есть локальное воспаление. Что такое воспаление? Это развитие патогенной микрофлоры. Соответственно, если где-то бактерии развились, патогенная микрофлора опять поднялась над нашей нормальной, что нужно? Надо их давить и восстанавливать нормальную.
Соответственно, сначала мы получим антисептиками горло, если есть танзелит, используем бактериофаги, если мы сделали посев из горла, выделили, просто вот сделали мазок и посеяли, и выделили, какие там есть бактерии, что там стафилококк золотистый, что там стрептококк, то есть какая ситуация, кто поднял голову. Покупается, обрабатывается антисептиками, полощется горло. Желательно вымывать всегда пробки тщательно, потому что пробки это просто кормушка для этих бактерий, где они как в чашке Петри развиваются и живут. Полосканием вымываются пробки, антисептиком, который входит в это полоскание, обрабатывается, получается, дополнительно давится, это патогенная флора антибактериальными этими препаратами. Дальше часто используются дополнительно бактериофаги, то есть те, которые конкретно под эту бактерию, бактериофаги бывают разные. Когда вы знаете, какая бактерия, то можно взять конкретный бактериофаг и подавить развитие этой бактерии без антибиотиков локально. Можно взять поливалентный бактериофаг, если вы не знаете возбудителей, у вас нет времени сдавать бактериальный анализ, горло болит сейчас и ужасно. Значит, потом идут полоскания бактериофагом, и потом идет обязательно полоскание метабиотиком, потому что мы должны и в это время, пока мы подавляем плохую, подрастить хорошую. То есть вот такой цикл. А какие антисептики? Это может быть и перекись, и сода, это может быть даже концентрированный сок лимона, концентрированный раствор соли, изотонический хотя бы раствор, можно и гипертонический раствор, в зависимости от того, там есть воспаление сильное там, да, или начальная стадия. Это может быть, как я говорила, мироместин, это может быть хлорофилипт спиртовой, то есть вариантов масса антисептиков. Но также, когда при нем идет перекись вот этой внутрь, несколько капель в стакан воды, то это просто антисептическое действие на горло, миндалины, пищевод и желудок. Все, на этом заканчивается это действие. Если там есть какие-то воспаления, иногда это имеет смысл делать. В желудке все это деактивирует уже перекись. Если длительное использовать, то можно изменить кислотность желудка не в лучшую сторону. Поэтому для длительного использования такие варианты сомнительные, не подходят. Есть и другие антисептики, которые безопасны для ЖКТ. Но вот эта идея, она замечательная. И есть, например, водородная вода. Вот вода всасывается как раз-таки уже в 12-перстный начинает, то есть из желудка, то есть она начинает всасываться. И вода, обогащенная ионами водорода, вот она действительно способна принять участие, и эти ионы водорода, они действительно способны принять участие в работе, в поддержке работы митохондрий. Но я такой прибор тестировала и буду вам его показывать. Я все собираюсь, но времени все пока не очень хватает на это, потому что хочется это не мельком, а как-то вот прямо в прямом эфире, вместе со всеми измерительными приборами. У меня есть все приборы для измерения всех свойств воды, и минерального состава, и pH, и окислительно-восстановительного потенциала. Я хотела бы вот вам прям показать, как это работает, как меняется состав воды, и от чего он меняется, и на что это может влиять. Но это прям отдельный надо тоже большой какой-то делать, там, эфиры показывать. Это очень интересно, и я этим пользуюсь. Вот. Так, мне эфир, наверное, скоро уже будет заканчиваться. И второй час. Еще поотвечаю, сколько успею. Так, аутоиммунный тиреоидит, Хашимото, можно ли привести антитела, так я понимаю, да, антитела к нулю или уменьшить симптоматику? Однозначно уровень жизни можно изменить. Считается, что антитела не уменьшаются и что уже на это надо махнуть рукой. Если однажды выявлены аутоиммунные процессы, антитела, неважно к чему там, да, к тиреопероксидазе, или это антитела, например, аутоиммунный гастрит, там, неважно. Считается, что если есть антитела, они уже никогда не опустятся, и это уже вообще бесполезно даже их смотреть. Но, опять-таки, это как с проницаемостью кишечника. Я уверена, что опять также будет разворот доказательной медицины в противоположную, как ни странно, сторону, потому что антитела падают, действительно. То есть это реальные вещи, с которыми сталкиваешься. Очень многое зависит от диеты и от уровня воспаления. И если... Бывают, конечно, самые простые ситуации, когда погрешности в диете
Ну вот, например, у меня антитела взлетают на бразильский орех. Я по себе это знаю, я мерила и знаю это. Я это чувствую, я чувствую давление, как будто что-то одето вот на горло. Как только я прекращаю есть бразильский орех, они меня очень быстро переводят в норму, ну, я приходит в норму, я им, естественно, помогаю. Вот. И у людей с аутоиммунными процессами часто бывают такие триггерные продукты есть. Можно сдавать анализы, их искать с этой помощью. Можно садиться на элиминационную строгую диету и потом постепенно вводить продукты и отслеживать реакции. Есть разные варианты в зависимости от финансовых возможностей и так далее, это возраста человека. Вот. Но и плюс есть еще, конечно, стратегия работы с растительными препаратами для снижения антител. То есть есть возможность и достаточно часто антитела снижаются. Ну, по сути, они у всех снижаются, на самом деле. Просто у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то это более выражено, а у кого-то прям так медленно ползет. Поэтому здесь и начинает, допустим, опять какие-то погрешности в питании человек вводить, какой-то конкретный продукт его любимый, а именно он повышает антитела, и у него они опять взлетают. Но 2-3 таких вариантов обычно человеку достаточно, чтобы уже разлюбить этот продукт. Спасибо вам огромное за то, что вы были со мной. Я очень хотела вам быть сегодня особенно полезной. И увидимся еще в эфирах. Буду рада вашему присутствию. Хорошего вам вечера.